Друзья, рад вас приветствовать на канале Сансара, и мы приехали к одной очень замечательной женщине, которую зовут Светлана. Вот сейчас нас уже встречает один из питомцев, но на самом деле у Светланы много различных питомцев, и в том числе есть удивительные экзотические питомцы, с которыми, конечно, я хочу сегодня познакомиться и познакомить вас. Собственно, друзья, сейчас вот мы уже пойдем к Светлане, сейчас я пойду ей позвоню, ну и в общем познакомим вас со Светланой и с ее удивительными питомцами. Поэтому, друзья, вам желаю приятного просмотра. Ну а мы идем в гости к Светлане. Бублик! Проходите. Так, Люсь, домой. Да, здравствуйте. Питомцы Проходите, уже. здрасте. Здравствуйте, да. Зяма у нас вот последний из приобретений, он инвалид глубокий, слепой, и поэтому очень боится. Чужих чувствует, сразу начинает нервничать. Что, мой хороший? Зямочка. Зям. Слепой, да? Да, он слепой и такой весь переломанный, он не двигается практически. Зяма. Заволновался, слышит чужой голос, и это, иди ко мне. Иди, мой сладкий. Это мама, я тут. Я, давай ручки. Эти, мой сладкий. Вот так, садись. Моть пришла, садись. Молодец. Так, наверное, надо пристегнуть. Обычно, когда нету посторонних, они сами знают, где сидеть. А когда есть, они могут среагировать, потому что сами трусы. Сема, кушай. Мотя, кушай. Давай, ешь, не отвлекайся. Кушай, Маш, не отвлекайся, не разговаривай, да. Или он так разговаривает? Да, но она видит же чужих и рассказывает сразу же, возмущается, что такое. Кушай здесь, я, Мотя, здесь кушай. Мотя тоже полуслепая, но мы ее оперировали, у нее операция на глазах была серьезная такая, что, собственно, вот ей продлило жизнь. Уже прошло, вот 4 года будет после операции. А вообще обезьяны такие, вот они не очень любят что-то, когда не так, как обычно, к чужим настороженно относятся. Но когда привыкнут, уже, конечно, начинают наглеть и на ручки лезут там, и все это, а пока приглядываются, кто это пришел, чего это. Они кусаются вообще? Сема ест банан. Вообще, да, вообще обезьяны могут кусаться, они бывают очень агрессивные. И вот у самцов огромные клыки, вот можно посмотреть, они у него просто огромные. И раны от укусов обезьян, даже от самочек, у которых клыки только чуть-чуть выделяются из общего ряда зубов, и то очень страшные. А от самцов очень тяжелые рваные раны, очень долго заживающие, и укусы могут быть очень такие, прям травмоопасные. А у них обед обычно в это время, да, как раз? Да, вот, чуть-чуть даже попозже сегодня получилось, задержались. Вот, а вообще обычно где-то около 2 часов они садятся обедать, у них обед, а потом свободное время. То есть они знают то, что обед вот в 2 Да, часа. вот вы слышали, как Мотя кричит? Это она уже возмущается, что время прошло, а, в общем-то, ничего не двигается и никто не пускает за стол. А пора. Вообще они очень не любят, когда их закрывают в вольер. Когда дверь открыта, не закрыта на шпингалет, они сами даже могут уйти и дверь закрыть. А вот когда, если их закрываешь, вот когда ждешь, что посторонний кто-то придет, дверь закрываю. Вот тогда они возмущаются, им надо режим строго соблюдать, чтобы никакой дискриминации, обед в 2 часа, побеспокойтесь. В общем, они такие. Друзья, как вы знаете, наш канал и вы, наши подписчики, стараемся помогать тем людям, которые попали в беду. Силы наши не безграничны, но, к счастью, мы такие не одни. На, поехали. Давай, Ура. конечно, поехал. Да. Кушать хотите? Ешьте. Спасибо большое. Давай еще. Моей жены любимую песню спою. А я сегодня ночевал, женщина любимою. Мои друзья из канала «Коллектив» провели много времени с бездомными и сняли видео о том, как люди, попавшие в беду, живут на вокзалах. Удивительно, что даже в самой тяжелой ситуации люди готовы помогать друг другу и способны на настоящую человеческую теплоту. Советую вам посмотреть этот фильм про бездомных и подписаться на канал «Коллектив», ведь ребята тоже пытаются сделать этот мир чуть лучше, чем он есть сейчас. Ссылку на канал ребят я оставлю в описании, перейдите и поддержите их.
И, конечно же, по традиции передавайте им привет от канала Сансара. Можете взять, небось. Позовите Маша, скажи. Конечно, Ручка. Конечно. Пойдешь? Конечно, пойду. Пойдешь? Пойду. Здрасте. Здрасте. Ой, какой мужчина. Все, сейчас она сядет на руку и будет сидеть. И ее не выгнать. Серьезно? Да, она с удовольствием О. готова сидеть сутками. Ну, это вот записывает звук сюда. Расскажи что-нибудь зрителям. Маша, поговори. Скажи Маша. что-нибудь зрителям. Скажи, Маша. Ну, скажи. Поговори. Кто красивый? Кто красивый? Масса. Маша красивая. Так, Маша красивая. Зямочка, посидишь? А что-нибудь еще скажешь? Маша, кто красивый у нас? Маруся. Маруся. Иди мой золотой. Иди мой золотой. Да. Иди красавица у нас. Это у них любимое занятие — посидеть, когда вечером телевизор мы смотрим или вся семья рассядется. Вот они по рукам. А вы садитесь, не стесняйтесь. Она не Они тоже? Да, О. она придет на О. руки. Так. И они с удовольствием вот так Маша. сидят, смотрят телевизор. Ой, а ты вот сейчас осторожно, Мотя у нас такая. Так. Пошла знакомиться. Так. Так, а что там? Нормальный мужчина, да, Мотя? Ну, хорошо. Ну, пожалуйста. И бабушка раздобрилась. Маш, не ревнуй. Ты же красивее. Ты красивее, безусловно. Ты моложе. Ты просто не понимаешь, что это преимущество. Да. И чего взять? А это она сейчас что делает? Это она ухаживает. А, Показывает серьезно? свое, да, расположение, хорошее отношение, что она принимает спокойно, да. А Маша пытается объяснить, что вообще неправильно себя ведете, мужчина. Я красивше и моложе, и ухаживаю лучше. Ну, хорошо. Так, а Сёма наблюдает, думает, что вообще такое А происходит. Сёма, он вот сейчас, вот у него так губы подогнуты, вот верхние. Это ему ситуация крайне не нравится. Это вот тоже у него мимика такая. Может быть, это индивидуально только у него. Я не наблюдала больше ни у кого такого. Но он показывает, что он напряжен. Ему не очень нравится ситуация. Он у нас не агрессивный, он не угрожает, не кидается, но он слегка нервничает. Вот. Слегка напрягся. Сёмочка, Сёма. Показывает, что ему вообще это все не надо. Он вообще шел по делам. Отловили, посадили. Вот терпите теперь вот такой недовольный урожай. Девочки-то наслаждаются вниманием, а он-то вот сурово сидит там. Ждет момент, когда можно откланяться и убежать к себе. Если ему что-то не нравится, он убегает и даже дверь закрыть может. Это тоже к вопросу, что многие говорят, вот вольер, там, это значит не свободное содержание. Свободное, но вот даже вечером они сидят, смотрят телевизор, да, и где-то 8:30 край Сёма встает и отправляется к себе. Крякнул по дороге, и девочки засеменили туда же. Все, выключайте свет, ложимся спать. У них режим очень жесткий. То есть прям телевизор смотрит. Да, они любят. И у них в комнате есть телевизор. Они могут, там у них включена программа всегда про животных. И они с удовольствием смотрят. А вечером у нас есть любимый сериал, и они тоже его обожают, особенно Маша. Потому что, по секрету скажу, там есть майор Майский. Если в этой серии он есть, значит, Маша смотрит, не отрывая глаз. Если Майского нет, да, такое разочарование. Маша, Кино ты Майского кончилось, любишь, Майского не было. Да? Ты Да. Майского любишь смотреть? Да. Она и в игры любит, вот там эти шарики-то, когда там это. Сёма не очень. Был один момент, когда он любил рисовать, ему было интересно. Он так пальцами в краску и пальцами вот так по бумаге. Но потом прошло, и после лета, когда зимой мы ему предложили, так сказать, разбавить досуг, он вообще интерес не проявил. Вообще. Машка, например, любит книжки листать тоже с удовольствием. Сёма тоже любит, если красочные картинки. Планшет они там любят, фотографии, картинки смотреть, листать. Светлана, как началось вот это у вас все? У вас столько много питомцев, вот кто самый первый у вас? Вот из обезьян, ну, вообще у нас всю жизнь питомцы. У нас было много собак, и уличных там мы помогали собакам, и это. Потом у меня была мечта с детства, мне очень хотелось обезьяну. Вот прям очень. И когда уже дети выросли, вдруг появилась такая возможность, и мы купили Семена, вот этого мальчика мы купили первым. Сейчас ему 13 лет. Да, почти 13 лет он у нас живет. Мы его маленького совсем купили, вот. И все.
И мы не надеялись и не думали больше кого-то еще заводить из обезьян. Одного вполне достаточно, более чем. Но потом так случилось, неожиданно к нам обратились ребята, нужно было помочь выкупить и забрать обезьяну из таких не очень хороших условий. И поскольку мы ближе всех находились, это было в Рязани, мы поехали. И вот мы ее забрали, но она была в очень таком тяжелом состоянии в плане здоровья. И ждать было некогда, потому что они могли забрать, приехать только через 2 недели. Нам пришлось заняться ее лечением. А пока мы утром, вечером, ночью каждые 2 часа вставали делать ей уколы, давать таблетки, массажи и все прочее, мы уже так привыкли, что когда ребята уже смогли забрать, мы не смогли отдать. И они очень обрадовались, сказали, ну и хорошо, и пусть у вас и живет. Но, к сожалению, она у нас прожила чуть меньше года, потому что она была взрослая, состояние действительно очень тяжелое. Мы ее прооперировали, мы ее лечили. Но вот в один день ее не стало, просто вот в 5 минут. Очень тяжело мы все это переживали. И другие ребята тоже, и обезьянщики, и не только, просто наши знакомые, они в Питере, значит, организовали там сбор средств среди любителей животных, но мы в этом не участвовали, к сожалению, вот в сборе средств, потому что в тот момент у нас не стало Кати, и мы очень тяжело это переживали, то есть было не до вообще интернета и всего, это было 8 лет назад. Но они решили, что они сейчас выкупят эту обезьянку и привезут ее нам. И так они и поступили. Вот у нас появилась наша Маша, вот эта вот девушка. И вот эта девушка к нам приехала босая, вонючая, худая и очень агрессивная. Она дралась с игрушками, дралась, ну, в общем, совсем она дралась. Она была злюка неимоверная. Очень долго пришлось потратить времени, чтобы они подружились, помирились, познакомились с Семой, чтобы вот они начали жить дружно. Вот. А потом уже много было обезьян. Потом мы выкупали Серафиму. Но вот это тоже, к сожалению, как говорится, бывает такое, что не успеваешь спасти. То есть уже в таком тяжелом состоянии обезьяны, что не успеваешь оказать нужную помощь, и они уходят. Вот. А потом было много. Нам звонят, сообщают. Вот у нас были такие случаи тяжелые тоже. Катька вот наша. Но вот с ней повезло. Получилось ее вытянуть, спасти. Сейчас она живет прекрасно. Мы ищем потом хорошие руки, там стараемся пристроить, потому что мы же не можем всех оставить себе. У нас бы тогда сейчас уже больше 25 обезьян было. И потом, это же очень сложно, надо, чтобы они между собой взаимодействовали, чтобы стая была, чтобы не было конфликтов, драк, чтобы они друг друга тоже понимали, там отношения, взаимоотношения выстраивать. И мы, когда можем, мы пристраиваем, находим хорошие руки, все, и мы с ними со всеми общаемся, у нас есть группа, естественно, по интересам, мы за ними следим, помогаем советами в воспитании, в содержании, ну и так далее. А вот которые в силу возраста, или в силу характера, или в силу там по болезни не могут быть пристроены, они остаются у нас. Это уже никуда не деть. Вот Мотя у нас уже 6 лет живет, она очень старенькая, и она очень своеобразная дама, она капризная, вредная, с ней никто не справляется, она может драться, пойти в бой. Могла. Сейчас она вполне себе адекватна. Ну и вот Зяма последний. Мы его тоже, когда поехали выкупать, мы думали, что получится его подлечить, потому что не видели реальные картины, и сможем куда-то найти его, определить в хорошие руки. Но, к сожалению, он весь переломанный, он слепой, он довольно был в тяжелой такой физической форме. Вот мы его год уже восстанавливаем, и понятно, что мы его никуда уже отдать не сможем, потому что он слепой, он очень долго привыкает, для него голоса очень страшно, он до сих пор реагировать может остро, там вздрагивать, он побаивается, а здесь он уже привык, и все, поэтому, конечно, мы его уже, не отдадим никуда, он уже будет жить у нас. Для друзей и подписчиков краткое содержание по результатам нашего медосмотра. Медосмотр мы закончили, все, в общем-то, гораздо лучше, чем мы могли ожидать. Есть проблемы, которые мы будем успешно решать. Ты посмотри книжку, иди, почитай. Смотри, как будешь читать. Посмотри книжку, Маш. Давай, посмотри картиночки, полистай. Чего? Я тебе сейчас покажу книжку. Покажу. Сейчас ты посмотришь. Видно, уже ее листали. Это, кстати, не они. Они очень аккуратно, да. Это внук как раз-таки листал, младший. Ему вот сейчас 3 года. Он еще пока не умеет с книгами Маша, обращаться. Смотри. А Маша очень аккуратно смотрит книги. Видишь, какой живот? Кто это, знаешь, Маша? Маш, Смотри, кто там? Она сейчас змею найдет и будет возмущаться. Да? Серьезно? Они же боятся змей. Смотри, вот кто это. Кто это? Посмотри, Маша.
О, смотри, это братья. Это мы не любим. Вообще диких обезьян они не любят. Ни по телевизору, ни в зоопарке, нигде. Они для них, видимо, как для нас, вот эти племена папуасов. Вот он, майор Майский. Маша, смотри. Машка, смотри, кто там? Майор Майский. Вот Смотри, он, вот конечно, вот он. Вот он, да, майский твой, конечно, да, мы видим. Это Майский, видим, да, видим. да. И она сейчас будет всем рассказывать, что там же майор, вы что не смотрите? Смотри, папа, быстро. Майский твой любимый, да. Ну давай, я тоже смотрю, вон он. Ей сколько лет? Ей около 30. Это вот таким опытным путем мы высчитали. Ну, плюс-минус там 2-3 года. Точно очень трудно определить возраст у них. А так вот около 30. Вот, учитывая, сколько она прожила в том месте, откуда мы ее забрали. У нас она уже 6 лет. И до этого там тоже есть некоторые признаки, по которым можно приблизительно составить впечатление про возраст. Да. Да ты красивая. Да, я знаю, я помню. Да. Самая красивая девочка, да. Да. А Сёма стесняется, потому что он стесняша, он очень настороженно всегда относится к чужим, потому что он вожак, и все вот эти товарищи, они все под его покровительством, он несет ответственность за них, а он такой ответственный у нас парень. Несмотря на то, что он младше всех, он выполняет роль вожака, потому что мы таким образом строили стаю. Во-первых, он появился первый, во-вторых, он самец, и девочки волей-неволей обязаны ему подчиняться. Да, она пить просит. Услышала, ну, она что видит такое? плохо, но слышит они хорошо. Вода Услышала, что чашку берет папа, и тем более все со столов убрали, и уже просит вот пить. Вот так разговаривает она. Вот это один из звуков. Но у медвежек звуков меньше, например, чем у евашек. Поэтому у нее, они вот в большинстве своем такие. Правда, она и кряхтит, и говорит «да», и «мама». Но это я, ну, конечно, нет, но они очень похожи. Вот по звукам, когда она там меня зовет, она может там «мама». Получается, что как будто мама. Но по факту, конечно, нет. Это просто вот так получается. Иногда и бульдоги так же говорят. Сёма делает вид, что его все не интересует. Он такой брутальный мужик, самец, вожак. Он так на всех поглядывает. И делает вид, что он не волнуется, ничего, его вообще ничего не интересует, он пьет. Хотя на самом деле он так немножко нервничает. А какой распорядок дня у них вот обычно? Ну, обычно просыпаемся мы утром, умываемся, чистим зубы, садимся завтракать. Вот, завтракаем, потом свободное время. Если внуки дома, то они могут у себя поиграть, телевизор посмотреть, додремать, пока тут внуки поедят, бабуля поест. А потом часто бывает, что они в комнате со мной сидят, играют там. Но это зимой. Зимой скучновато, и они больше времени проводят так, в полудреме, где-нибудь вон там на диване возле зямы сядут, там телевизор смотрят. Летом, конечно, по-другому. Летом рано утром встали и на улицу. Там и едят, там и пьют. Но тоже, вот когда, например, соседи или днем, то мы их в вольер. У них есть специальный вольер для прогулок. Там есть дверь, мы ее фиксируем, чтобы они там спокойно гуляли. Мы туда им и травы, и веточек даем, игрушки, там же они покушают, все. А когда соседей нету, если не выходной, там будни, или если есть время, мы ходим гулять и в поле за кузнечиками, и в лес ходим гулять, и открываем тогда вольер, они в огороде носятся. И летом они целыми днями на улице. А потом вечером споласкиваемся, душ и спать. Пойдем, покажи. Пойдем, показывай. Что там у тебя, как устроено все, давай. Ага, что тут у нас? Давай, показывай. Скажи, проходите. Здесь у нас первая комната. Ну, когда у нас приезжают гости, сюда вешается дверь, чтобы мы могли чужаков отделить от наших. А так они у них в полноценном владении. Тут вот у них гамак, качель. Вот, заходи. Пожалуйста, проходите, будьте добры. Вот. А здесь у нас Машина мастерская. Вот это вот как раз ее предельно-мотальные вот эти все. Причем их невозможно отсюда выдрать, только вырезать. Вот, посмотрите, какие узлы она вяжет. Вот. Это вот вообще уму непостижимо. Вот это вот у нее предельно-мотальный цех. Вот там все обвязано. Это Маша. Это наша Маша. Ну, тут вот тоже у них гамак. Окно между комнатами, чтобы они могли на новеньких смотреть. Ну, вот тут игрушки у них, это и любимая полочка Семина. Он смотрит в окно.
И вот тут вот полочки смотреть телевизор у них. Вот. И вот как раз передача про обезьян, они любуются. И тут еще шкаф с одеждой. Вот у них. Ну, одежда тут не вся. Вот. Тут у них только сейчас осенне-зимняя часть. Вот. А так еще у них есть и верхняя одежда, и там, в общем, одежды много. Спасибо друзьям, товарищам, приятелям нашим, которые нам помогают и отдают детскую одежду там и так далее. А здесь тоже вот у нас бывает для гостей. Бывает, что когда мы привозим кого-то, кто-то вот больной или это, она у нас делится на 2 отделения. Здесь можно положить, тоже у нас есть досочка. Тогда получается 2 вольерчика таких гостевых. А если ничего, то 1. Там Мотька любит сидеть иногда, когда они ее достают. Семен, нет, туда не надо, не ходи. Не надо, не надо. Иди к себе, иди. Вот, да, окошечко. Рассказывай, что там. Вот любимое место Семы. Он наблюдает в окошечко, смотрит, кто идет, птички и все прочее. Очень любит. Но сейчас он немножко кокетничает, типа я занят, мне не до вас. Я вообще тут вас не ждал. А вот это она ругается, угрожает. А почему? Через клетку надо. Потому что в вольере, да, это уже их территория, и они уже ее охраняют. Ой, как нехорошо ты делаешь по столу. Ах ты бессовестный. Ну-ка, руку, быстро ко мне иди. Не стыдно? А? Этого еще я вот вообще этого не видела, чтобы. Ладно, Маша скачет по столу, а ты, взрослая бабушка, не совестно тебе, нет? Ай-яй-яй, злится сидит. Обломали все. Сейчас бы она там что-нибудь себе нащупала. Может, тортик? Не-не-не. А почему она так делает? Это... Вредничает она. Вот она недовольная. На меня-то она не может. Я для нее авторитет непререкаемый. И она таким образом, значит, прикусывает свою руку. Да? Иди обниму. Иди обниму. Иди обнимемся. Иди. Иди обниму. Иди. Ну иди, мама, обними. Нет. Ну ладно, папа, дай тогда тортик ей, что ли. Хорошо, хорошо. Выпрашивает. Мотя, будешь тортик? А то ж скажи. Еще как, да. Моть, если ты будешь суетиться, ты сейчас пойдешь к себе на место. Так нехорошо себя вести. Получается, баба Мотя. Баба Мотя, мы ее так и зовем. Сейчас. Ну что? Ой. Не надо руками-то хватать. Да что это? Стыдно? Стыдно? Давай. Дам. Ой. Вообще сладкое им нельзя. Но в случае с Мотей, как бы, ну, ей столько лет, что уже все можно. А вот так мы вообще очень редко. Сладкое очень редко по великим праздникам и очень мало. Потому что сладкое, вот все, что вредное, как у детей, вот, да, как детям. Сладкое, кислое, острое, соленое, печеное, жареное, жирное, копченое, это все мы не даем. Но иногда... Нет, хватит, доченька, хватит. Нет, не уговаривай меня. А что это она так делает? Ну, уговаривает, типа, ну, мам, так... Нет. Моть. Хватит. Немножко полакомилась, хватит. Не надо. Нет. Она же бывшая цирковая у нас. Серьезно? Она хоть и старенькая, да. Она у нас вон чего умеет. Мотя, давай-ка встань. Встань, дочь, встань. Встала. Иди ножками. Ой, молодца моя. Встань. Мотя, встань. А на ручки, пап, давай на ручки лучше. Не надо ко мне, не надо. Идем, я тебе покажу. Давай покажем, как ты умеешь. Моть, давай. Кувырок. Кувырок? Ай, ты моя умница. Еще кувырок. Моть, еще. Кувырок. Руку давай, сальто. Давай сальто, руку давай. Сальто. Еще давай повыше. Моть, давай руку. Руку давай. Сальто. Ай, молодец. Еще давай руку. Моть, я здесь. Сальто. Молодец. Кувырок. Ай, молодец. Вставай. Нет, хватит. Вставай, голова закружится. Вставай. Иди. Молодец. Встань. Да не надо мне уже. Встань. Увлеклась. Встань. Иди. Нет, встань. Увлеклась. Все уже. Давай руку.
Нет, не сальто, не сальто. Да не, нет. Иди ручку, давай я тебя возьму. Иди ко мне. Иди ко мне, моя. Моюшечка. Моя старушечка. Вот ты, да. Вот ты мой сладкий. Дай поцелуй. Дай. Моя молодец. Как старается, да. Девочка моя. Моя девочка. Да. Умница. Умница, да. Вот такие у нас таланты тут. Друзья, ну в общем, я действительно рад, что познакомился со Светланой. У Светланы очень много питомцев. Есть и собаки, и кошки, и, конечно же, приматы. У всех очень разный характер. Все питомцы ухоженные и воспитанные. Да, на видео все выглядит очень весело, очень просто. Но на самом деле для тех, кто захочет заводить такого питомца, надо понимать, что это очень сложные животные. Они могут быть агрессивные, у них достаточно сложный характер. Надо очень много знать про поведенческие особенности, про стаи образования. Надо быть авторитетом непререкаемым. И такое животное не для всех. То есть это не игрушка, не массовое такое вот увлечение и не должно этим становиться. У Светланы есть свой канал, который называется Monkey Home, поэтому, друзья, обязательно переходите, обязательно подписывайтесь, обязательно передавайте привет от канала Сансара, потому что Светлана делает большое дело, и, конечно, нужно, чтобы таких было людей побольше, поэтому, друзья, в общем, ссылку я оставлю в описании, переходите, подписывайтесь, да, и, в общем, там действительно интересный контент, ну, потому что животные каждый раз что-то придумывают новое, и действительно это братья наши меньшие, за которыми всегда очень приятно наблюдать, потому что у них абсолютно искренние эмоции. В общем, друзья, переходите, подписывайтесь, ну и, конечно же, не забывайте подписаться на наш канал. Если у вас есть какие-то идеи, напишите в комментариях, делайте, пожалуйста, репосты в социальных сетях. Конечно же, не забывайте ставить лайки, выбрать параметр все уведомления, а также колокольчик. Ну а с вами был ваш любимый канал Сансара, канал Monkey Home, Светлана и ее питомцы. До новых встреч!